Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Прошла очередная неделя, и мы посмотрим на то, как чувствуют себя рыбки на моей разводне. Ну, соответственно, по ходу дела отвечу там на пару вопросов, которые поступили в течение недели. Итак, начнем сегодня с гуппи. Вот здесь их такое количество. Мальков дают постоянно. Там чуть позже я покажу некоторых мальков, какие они уже подросли, сколько их. Значит, вот этот батяня, он сидит на гнезде на входе. Хочет самочку вот эту, которая рядом слева от него, загнать туда. Давно у них не было нереста. И он ее так постепенно подгоняет к самому дуплу. Возможно, будет нерест. Но если будет, я, конечно же, вам в дальнейшем покажу. Опять в очередном аквариуме на третьем ярусе у нас вот такое количество тернеции, которую мы будем отбирать на производ. Вот здесь красные у нас, я думаю, видео уже вышло, как мы нерестили красных, отбирали на производ, пробовали их нерестить, но нерест был как бы не особый. Но я думаю, через дней 10, 2 недельки мы отсадим те пары, которые у нас отнерестились еще раз, и думаю, уже будет результат. Итак, смотрим, как поживают наши старички. Значит, в общем, все нормально. 5 рыбок тоже отсюда уехало. Таких крупненьких, разных цветов. Остальные чувствуют себя более-менее нормально. Вчера у них был разгрузочный день, они ничего не кушали. Сегодня, конечно же, мы их покормим. Короче говоря, все у них нормально. Так, на втором ярусе у нас здесь по-прежнему неоны голубые. Кстати, эти голубые неоны тоже у нас отнерестились. Я думаю, видео тоже будет уже, вернее, выйдет перед этим видео, посмотрите. Ну, там у нас такой был. Вроде бы все как бы отнерестились рыбки, но личинки не очень много. Думаю, тоже через 10 дней их посадить еще раз на нерест. И тогда, думаю, результат будет получше. Даю им сейчас живой корм, аулофорус и артемию. Думаю, икра будет более качественной. Ну, а все остальные рыбки в этом аквариуме чувствуют себя нормально. Гуппи рожают. Все нормально. Значит, вот с этой компании тоже были красные тернеции, отбирались отсюда на производ. Некоторые даже показали результат. Но основная масса чувствует себя нормально. В дальнейшем тоже отсюда будем отбирать пары и пробовать их нерестить. Кстати, вот в этом аквариуме вместе с неонами вот 4 тернеции самца красных, которые с самочками нерестились. Поэтому я их сюда отсадил, то есть они уже такие, опыт у них есть в нерестах. А вот в этом с этими неонами, с другими, сидят 2 красные самочки, которые показали результат. Тоже они сидят на живом корме здесь. И мы их, пройдет немного времени, и посадим на нерест. Значит, вот здесь вот в соседнем аквариуме я посадил сюда тернеции, которых я пробовал садить, вернее, пробовал нерестить, но они как-то вообще, результата не было никакого. Стояли как вроде бы вкопанные. Никаких активных действий не проявляли. Поэтому я их отдельно отсадил. Будут просто на реализацию. На втором ярусе по-прежнему вместе проживают и чувствуют себя нормально желтая, оранжевая и розовая тернеция. Ну, такие достаточно крупные рыбки. Думаю, на производ они уже не подойдут. Хотя можно взять, да и попробовать, а вдруг что-то и получится. Ну и, соответственно, компания здесь анциструсов. Чувствуют рыбки себя хорошо. Значит, вот здесь еще на третьем ярусе у нас такой контингент тернеции. Отсюда, кстати, 2 самочки было взято красных, которые нам дали результат.
Вот. Ну, еще есть разные другие цвета. В дальнейшем будем пробовать их нерестить, потому что молоденькая рыбка должна быть на замену той, которая уже выросла. Сейчас как-то вообще у нас не очень рыбка реализуется, ну, в частном порядке только в основном. Вот, друзья, занимаюсь на разводне. Пришел вот такой небольшой заказ. Значит, что у нас здесь? 3 анциструса таких сантиметров по 6. Внизу там вон они сидят. 4 тернеции разных цветов. 3 пары гуппи и 4 данио. Небольшой заказ, но приятно. Вот такие рыбки уезжают в новый аквариум. Вот еще на втором ярусе у нас здесь крапчатые. Вот видите, они возбудились. Вчера у них был разгрузочный день, они ничего не ели. А сегодня меня увидели, что я зашел, тут снимаю. И уже все. Начался у них движ такой. Будут получать свою дозу корма. Вот на втором еще у нас вот здесь часть находится тернеций. Такие фиолетовые, такие нормальные. Есть и самочки, и самцы. Не очень крупные, такие среднего размера. То есть как бы подходящие на производ. Ну тоже будем пробовать их нерестить. Времени, правда, не хватает, но извините. Ну как получается, так получается. Потому что все говорю в каждом видео, что будем нерестить. И не особо много нерестов, так скажем. Кстати, вот такой вопрос попался в комментариях. Чем я кормлю производителей? Ну, потому что бывают такие варианты, что закистованные самочки получаются. Ну, я думаю, что это, скорее всего, касается тернеции, либо данио, да. Ну, дело в том, что если рыбка готовится для нереста, то ее нужно готовить как нерестовую рыбку. То есть она должна питаться в основном живым кормом и своевременно отсаживаться на нерест. Потому что если рыбка, вот, например, отнерестилась несколько раз, и потом вы там этот момент пропустите, оставите ее как бы, ну, что она перестанет нереститься, то она может из-за этого закистоваться. Ну, это не все рыбки, но вот такие, как тернеция, данио, у них такой момент есть. Поэтому, если рыбка готовится, ну, должна быть как бы производителем, она должна есть и питаться в основном живым кормом. Это наилучший вариант. И, соответственно, постоянно ее нужно нерестить там через определенные промежутки времени. Потому что если рыбка начала уже нереститься, то надо ей давать эту возможность постоянно. Иначе могут быть проблемы. Так, еще вот на третьем ярусе у нас здесь сидят тройка анциструсов, тоже нерестящихся постоянно. Вот такие красавцы тернеция, ну и гуппи, микс. Тоже здесь они нерестятся, дают малька. Все у них хорошо. Друзья, смотрите, вот еще поработал немножко. Вот еще один заказ. Очередной. Так, здесь у нас анциструсы, 7 анциструсов. И крапчатые сомики. 4. Вот такие рыбки у нас уезжают в новый аквариум к новым владельцам. Вот эти рыбки синие тоже очень хотят нереститься. Очень хотят. Ну просто пищат, просто просятся. И нужно нам, конечно же, это сделать. А вот здесь совсем мало у нас меченосцев. Совсем мало, по-моему, десяток даже, может и нет. Остальные все уехали. Хочу вот попробовать с вот этого аквариума. Ну, я думаю, с этого мы сделаем такой нерестовик для меченосцев. Посадим сюда несколько самок в отсадник. И посмотрим, сколько они нам нарожают малька. Ну, это надо просто момент такой выбрать, чтобы такие 3 самочки. Ну, вот, кстати, здесь вот 2 есть, вон слева. Одна такая типа кубинская, одна чисто красная.
такими животиками хорошенькими. И в том аквариуме у меня, тот, что в доме, там тоже есть такие самочки достойные. Они, кстати, такие все крупные. Размер у них такой примерно 8 сантиметров, некоторые там еще и побольше. То есть малька должны дать так нормально. И хочу для живородки еще сделать отдельный такой аквариум. Посадить туда растения в стаканчиках. Ну, понятно, чтобы было лучше убирать дно. Но это все мечты, и все это в будущем. Я думаю, мы это все сделаем. Итак, вот показываю. Вот гуппи уже с раскрытыми хвостами все здесь сидят. Никак я их не определю в отдельный аквариум. Уже крупные, да? Вот здесь компания у нас, когда-то мы нерестили Данио. Зеленых, красных. Ну, зеленых практически нет, там несколько штучек. В основном красные, синие. И вон здесь есть, вон по низу там плавают, можно видеть, голубой неон тоже был у нас нерест когда-то. Ну, здесь, конечно, на дне, конечно, грязи полно, не убрано. Вот. Вот здесь, смотрите, дно, вот видите, оно как бы убралось, мусор, короче, не прилипший к дну, да. А вот здесь, смотрите, есть анцитрус покрупнее, тут вообще идеальное, аж блестит прямо. То есть сейчас трубочкой взять, и оно хоп и уберется все. А здесь маленький анцитрус, где-то я его поселил. Ну, чтобы был здесь, немножко стекла чистил. Потому что стекла были вообще такие замуленные. Он стекла почистил, ну и дно немножко. Ну, а рыбки здесь чувствуют себя нормально. Вот такие они красавцы и красавицы. Так, вот здесь я не знаю, увидите вы или нет. Здесь личинка, или даже, можно сказать, уже малек голубого неона. Но он там прячется где-то. Буквально мы его отнерестили, буквально ему, по-моему, 6 дней или 5. Но я его уже кормлю солоноводной коловраткой. Там, кстати, даже он уже и кушает, я это видел. Что животики такие беленькие. Ну, посмотрим, как подрастут. И все у них будет нормально. Покажу более детально. Чуть не забыл. Вот у нас еще на 3-м ярусе вот такое количество Данио есть. Кстати, сделаю вставочку видео. Покажу, как они буквально вчера днем нерестились. Ну, как вы знаете, они у меня там в правом углу собираются. Ну, я сделаю видео, вставлю, и вы посмотрите. Достаточно такое интересное явление. Ну, у них это происходит практически каждую неделю. Ну, и все равно самочки вот есть достаточно крупные такие. Видно, некоторые из них уже не смогут быть производителями, потому что, ну, видно, самцы уже выбить икру не могут. Видно, они уже закистованы. Ну, это такое дело. Так, друзья, смотрите, вот зашел я сегодня на разводню утром. Вот такое явление. Происходит нерест у Данио. Сейчас подсвечу фонариком, но, возможно, я их испугаю их. Вот, смотрите, они все в том углу, вверху. И нерестятся. А все, кто этим делом не заняты, все находятся внизу, подъедают икру. Либо в толще воды и ловят то, что падает. Вот такое явление происходит, ну, примерно раз в неделю. Бывает и чаще. Вот такие они прикольные, эти данюхи. Вот включил свет, и они все переместились вниз. Так, ну и на закуску. Вот наш аквариум такой. Вот такая толпа у нас меченосцев. Здесь у нас ассорти, так называемые. Короче, все, кто хочет, с тем общаются, и потом получаются малечки. И вот они такие разнообразные. Кстати, даже сверху здесь можно заметить, может быть, там что-то есть. Вон там есть чуть подросточки, вон сверху плавают. Есть даже и мальки. Ну, короче, кто выживает, тот выживает. Такой у нас здесь свободный подход к жизни, так скажем. Есть возможность, они прячутся в траву и потом превращаются в таких красивых рыбок, вот как эти. Так, друзья, значит, смотрите, еще один вопрос такой был. Почему не нерестятся анциструсы? Значит, вот смотрите, вот у меня анциструсы есть, вот, например, в этом аквариуме. Вот самец, вон там есть такой,
серьезный, вон там рога у него такие огромные. Короче, этим рыбкам больше 1,5 года, наверное, ближе к 2, да. Они вот здесь ни разу не нерестились. Вообще, не знаю почему. Ну, возможно, нет у них там убежища, но я говорю, если анциструс хочет отнереститься, он это сделает, потому что у меня есть анциструсы. Как вы знаете, или кто не знает, я говорю, у меня всего лишь одна трубка. Ну, можно сделать еще, но просто мне много их не надо. И поэтому анциструсы нерестятся просто на стекле. Ну, например, вот есть у меня так, вот здесь вот, о, что отсвечивает. Вот здесь вон самец такой крупный и 2 самочки. Вот он постоянно с ними нерестится, вон там в левом углу, вон там. Все, постоянно место чистит, самочек туда загоняет и нерестится. То есть, если они, наверное, предрасположены к этому, то они нерестятся без проблем. А если они, что-то у них, скажем так, не совпадает в семейной жизни, так сказать, то они не нерестятся. Вот здесь, например, вот самец есть, слева вот махает своими плавниками, да, и самка вон там за распылителем сидит. Вон такая крупненькая тоже. Вот они постоянно тоже здесь нерестятся. Никакая трубка им не нужна, и никакие рыбы им ничего не мешают. Вот здесь, например, вот там самец, тут самочка еще была, ну, ее забрали. Ну, тоже никогда не нерестился. Не знаю почему, ну, возможно, что-то не нравится им. Вот этот красавец тоже. Здоровый, 15 сантиметров там или 14. И самки у него были разные. Ну, не хочет и все. Вот такая-то у них жизнь малина. Да, еще чуть не забыл показать коридоросов оранж. Тоже они возбудились. Хотят, наверное, уже употреблять пищу. Вот. Поэтому, дабы не затягивать видео, и так уже длинное получилось. Всем желаю успехов в разведении рыбок. Всего наилучшего, здоровья и удачи. И до встречи в следующих видео. И не забудьте подписаться, кто еще не подписался на канал. Потому что впереди будут интересные еще видео. Будем аквариумы еще склеивать. Есть у меня тут момент такой. Есть стекло. Вот, поэтому всем удачи. Пока.